Всем привет, ребят! Вы на канале Margulis Channel. Сегодня мы будем начинать проходить вторую часть Silent Hill. Проходить будем на эмуляторе PlayStation 2. Собственно, с геймпадом. Вся фигня. Без клава мыши, потому что играть на клаве неудобно. На геймпаде все-таки, эта игра заточена под геймпад. Так удобнее, короче говоря. Собственно, второй Silent Hill, 2001 год. Директорская версия. Как-то так она переводится. Так, настройки, что у нас тут? Кстати, вторая часть была, по-моему, более популярная, нежели первая. То есть это как с Терминатором, такая же фигня. Первая часть крутая, но вторая была круче. Тут то же самое. Яркость, положение экрана, направление, в принципе-то вроде все. Посмотрим. Надо сначала начать. Основной сценарий, письмо из Тихого Рая. Уровень сложности нормально, сложность загадок нормально. Сколько басов всяческих понавалило. Тут пасхалка. Этот чел смотрит прямо на тебя. Которую нашли, по-моему, спустя лет 15, по-моему. Мэри, неужели ты в этом доме? Так, надо, короче говоря, уже вижу то, что сделать чуть потише звук. Потому что я тут сижу и меня реально аж глушит. Так как-нибудь. Потом посмотрим. Тут чувака телепает немножко. Надеюсь, это не глючная версия. Так. О. У меня нет карты этого места. А в дверь-то ты не хочешь зайти, чувачок? Ну и чё? То ли ключ надо взять, да, по-моему, что-то такое. Я ее проходил один раз, это было где-то пару лет назад, вот я вообще в упор не помню, что там, как, что кого. Чувак, ну. Я понял, что карты нет. А выйти там не хочешь, что ли, оттуда? Вообще ничего не... А нет, есть. Откуда ты вышел? Я думал, в дверь надо, но ладно, окей. In my restless dreams, В моих беспокойных снах я вижу I этот see город. that town. Silent Hill. Silent Hill. You promised you'd take Ты me there обещал, again что someday, когда-нибудь снова привезешь меня туда. but you never did. Но так этого и не сделал. Well, I'm alone there now, Что ж, теперь я там одна. in our special place, В нашем особом месте. waiting for you. Жду тебя. Привет, авторские права. I got a letter. Я получил письмо. The name on the envelope На конверте имя Мэри. said Mary. My wife's name. Имя моей жены. It's ridiculous. Это смешно. Это просто невозможно. Possibly be true.
That's what I keep telling myself. Это я продолжаю твердить себе. A dead person can't. Мертвые не пишут писем. Mary died of that Мэри deadly умерла disease от 3 той years ago. проклятой болезни 3 года назад. So then, why Тогда am I почему looking я ищу ее? for our special place? Наше особое место. Что она имела в виду? This whole town was our Весь special этот place. город был нашим особым местом. Does she mean the park? Может, она имела в виду парк на озере? We spent the whole day Мы there, провели там целый день, просто сидели вдвоем и смотрели just на the two воду. of us, staring at the water. Could Mary really be Неужели there? Мэри действительно там? Is she really alive, Она жива и ждет меня? waiting for me? Ну, из этого письма мы типа должны, ну точнее из этого заставки, кат-сцены и так далее, узнать должны о том, то, что он приехал по письму жены. Типа, я жду тебя в нашем месте. Но жена-то померла. Померла жена. Не могла она писем писать. А, сюда сбегаем. Вот я просто, я в упор не помню, что тут, где тут может быть. Может, что-то полезное. Хотя, по-моему, тут он только в машине что-то собирает и все. Это дорога, по которой я приехал, нет смысла возвращаться назад. Ну да. Ладно, погнали к машине в багажнике. По-моему, если я не ошибаюсь, то вроде как... Если рассматривать все концовки, то вроде как его жена все время была в багажнике. В течение всей игры. Ну это смотря, по-моему, какая концовка. Карта. Я взял карту Silent Hill. Спасибо. Там больше ничего нет. По-моему, нет. Тут тоже придется, как и в первой части, побегать по городу. В пассажирском ничего нет. Все, я понял. Погнали. Кстати, странно, но вот на компе почему-то игра эмулируется, либо воспроизводится вот с полосами по бокам. С правой и с левой стороны. Это неудобно вообще. То есть, поэтому все-таки решился я запустить ее именно на эмуляторе. Так она и пошибче смотрится. Че? На машине я дальше не проеду, придется идти пешком. Я понял. Короче говоря, играем практически в оригинальную версию. Только эмулятор. Эмулятор второй плойки. Так, и тут у нас... Что, ни хрена, да? Ну все тогда, тупо... Блин, ну еще же есть вот этот... Есть вот закуточек, где хочется все посмотреть. Исследовать, как обычно, Silent Hill надо все. Все подбирать. Все читать. Иначе можно что-то упустить важное, либо вот как в первой части на финального босса тупо не хватит патронов, и все, отсос Петрович, хреновая концовка. Кстати, самоуправление также сделано, как в первой части, то есть те же самые клавиши, отвечая за поворот экрана и так далее. То есть даже не надо заново привыкать к чему-то еще. Ну, атмосферу прямо продолжаю держать. На туман. Ничего не видно. Все ништяк. Что-то хрюпает, хрюкает. Пытается тебя сожрать, ты весь в насторожении бежишь. Но это Silent Hill, ребят. Это классика, мать его. Такое ощущение, что собаки какие-то вот булькают. Колодец. В нем записочек. В колодце что-то есть. Что это такое? Глядя на это, возникает ощущение, будто кто-то копается в моей голове. Очень странное чувство.
Сохранить новый файл. И тут, если я правильно понял, то типа слом 4-й стены, типа то, что ты залезаешь в его голову, чтобы сохранить, запомнить это дело. Вот вообще не отрицаю вот эту теорию. Проверка карты памяти. Лес. Все. Тут больше ловить нечего. Поперли дальше. Карточка. Ну да. Прямой, короче. На улицу надо выйти. Улицы города. По-моему, вот здесь тоже надо бы осматриваться. Катсцена. Снова привет этим... Привет авторским правам и так далее. Я думал, заставки не будет. Ку-ку. Excuse me, I'm Извините, я просто... I No, was it's just okay. I Нет, didn't все mean в to порядке. scare Я you. не хотел напугать вас. I'm kind of lost. Я заблудился. lost. Заблудился? Yeah. I'm Да. looking for Silent Я Hill. ищу Silent Is this Hill. the right Это way? правильная дорога? Да. Yeah. It's hard to see with this Сквозь fog, туман but плохо видно, there's но only the здесь one только road. одна You дорога. can't miss it. Вы ее не пропустите. Thanks. But Но, Yes? да, I think you'd вам better лучше stay держаться away. подальше. От чего This, подальше? uh, Этот город, с ним что-то не this так. town, Мгм. there's something wrong with it. Это трудно Hard to объяснить, explain, but Is it но dangerous? это опасно. maybe. Может быть. И And это it's не not просто just the туман. Fog either. Okay. It's- I Это... got it. Ладно, я понял. I'll be Я careful. буду осторожен. I'm not lying. Я не лгу. No, I believe you. Нет, я вам It's верю. just, Просто я думаю, I guess мне I все really равно, don't care. опасно это dangerous or или not. нет. I'm going to town either Я все way. равно пойду в город. But why? Но зачем? I'm looking for someone. Я ищу кое-кого. Who is it? Кто это? Someone. Кто-то very очень важный important для to me. меня. I'd do anything if I could be with Я her бы again. все сделал, чтобы быть с ней Me снова. too. Я тоже. I'm looking Я for ищу my свою mama. маму. I mean my mother. То есть It's мою been мать. so long since I've seen Я her. так давно ее не видела. I thought my father Я and думала, brother что were мой here, отец и брат здесь, но я тоже не могу but их I найти. can't find them either. I'm sorry. Прости, это не твоя It's not your забота. problem. Нет, I я hope you надеюсь, ты find найдешь их. Yeah, you too. Да, и тебе того же. Все ищем родственников. Если задуматься, возможно, даже и в этой катсцене уже какой-то скрытый смысл. Отсылка к концовкам, что-то в этом роде вполне может быть. Так, ну выход, короче, наверное, вот я сюда пришел. Или нет? Да. Выход-то здесь. Ну давай еще осмотримся на всякий случай. Я все думал, то, что постепенно привыкаешь к этой кривизне управления, но нет. По-моему, ты к ней никогда не привыкнешь. Но, по-моему, уже чуть-чуть легче. Чуть-чуть легче. Управляется персонажем. Так, я сюда пришел, правильно? Угу. Все, валим. Короче, нам ту калитку. Примерно вот тут она находится.
По-моему, телки тут уже не найдешь. Да, ее нет. Блять, как и калитки. Кстати, на могилах что-нибудь можно прочитать? Так, чисто для любопытства. Нет. Одна из концовок, кстати, вот на этом кладбище и тоже будет. По-моему, даже и не одна концовка. Блять. Да нет, не сюда. Так, вот он сюда вышел. Вышел сюда, и где-то здесь была катсцена, и по идее где-то здесь по прямой должна быть. Сейчас вот по этой стенке пройдем. Где-то здесь выход. Кстати. Нет, тут ничего нет такого. О, неужели? В тумане не видно ни хрена. Там не... Нет. Я подумал, развилка. Все, наконец. Топаем в верном направлении, а то я уже начал сомневаться. Опять же говорю, в тумане не видно ни хрена, и поэтому можно очень легко войти в две одинаковые двери, потому что, ну, то они же особо никак не различаются. Можно спокойно ебать назад и не знать об этом. Вот таким макаром можно вообще кругами ходить. Ну, тут закрыто. Да? Сейчас просто нужно выйти на улицу города. На одну из улиц города. Схватить палку и схватить этот, как вам, радиопередатчик. Радиопередатчик или как эта хрень там, просто радио, наверное, которое шипит постоянно. Ну, каноничная тема, короче говоря. Ты берешь вначале трубу и берешь этот, как его, шипящее радио, которое будет при врагах, при появлении врагов будет шипеть. Стандартная хрень. Чувак тоже, походу, астматик. Чуть-чуть пробежался. Либо астматик, либо жесткий курильщик. Чуть-чуть пробежался, уже выдохся. Так, тут у нас... Да, не. Надо вот по правой части забора как-то попасть. Всем. Тут уже, я смотрю, подгрузочки в виде следов появляются. Перевернуть ты камеру не хочешь? Ну, чувак. Угу. Тут ни хрена. В принципе, локации тут приблизительно в такой же последовательности будут идти, как и в первой части. Приблизительно. Тоже сначала город, знакомство с персами, потом больница, музей, опять же, вот этот вот. По-моему, тут еще в церковь тоже надо заходить. Как-то вот в таком после. По-моему, с этими, с цирком, с парком развлечений, по-моему, локации не будет. Но вместо этого будет, по-моему, что-то другое. Если я не ошибаюсь. Так вот. Прямо рядышком все локации. Палку-то дадите когда-нибудь, нет? Где я вообще нахожусь?
Конец. Надо сейчас закуток тут. Та-дам! Нам не туда. Нам вот... Нет, вот туда нам. Да ладно, еще не сюда даже. Да, ты смотри-ка, не сюда. Телефончик не работает. Да, я ошибся. Не туда. Значит, прямо это должно быть очень очевидно. Аптечка. Ну, слушай, даже вообще, в принципе, вообще не зря сходил. Flowers. Ну, естественно, тут все закрыто будет. Блин, а где же то место? Там он должен, вот первым делом прям бежишь, вот выходишь с игры. Точнее, ну вот с этого тоннеля длиннющего. Прям у тебя сразу же ты натыкаешься на трубу и радио. Да, блядь. У него, блин, направление, он поворачивается как этот, как в пояс нахрен. Очень медленно. Неуклюжий персонаж, но это привет, наверное, далеким 2001. Это пятна, кровь. Первый враг. Вот эти черти были в первой части фильма. Это тень. Но это не тень, это враг. Странно, почему-то из второй части игры взяли некоторых врагов. Но сюжет взяли из первой. Как-то дайджест сделали. Так, вот да, идем по пятнам крови. Че, нет? Бля, где трубу-то искать? А, вот, наконец. Надеюсь, я не ошибаюсь. Память меня не подводит. Кстати, он туда что-то смотрел. Что ты туда зырил? Я понял. Там сохранение и еще какие-то плюшки. Да, вот он, обезболивающий. Сохраненец. Чтоб ты, наверное, долго не бежал. Десять минут, что ли, я бежал? Ни хрена себе. Долго. Так, еще одна обезболивающая там валяется. Надо было, наверное, обезболивающее собрать, потом сохранять. Ладно. Так, где радио и пушка? Меня вот это вот больше беспокоит. Нет. Наверное, нет. Бля, я не знаю. Давай зайдем. Там должно быть типа ограждение, то что стройка идет. О, наконец-то я нашел то, что искал. А вон там враг торчит.
жопой. Ну? Блядь, достал все равно. Is it dead? Оно мертво? Что, черт возьми, это такое? The hell is it? It's not human. Это не человек. По-моему, чтобы этого чувака ударить, немножко другое управление мне показалось. Может быть, боевка изменилась? Ну, по-моему, с палкой он теперь более-менее передвигается. Так, ну все, все. Oh yeah. О, да. This thing broken? Эта штуковина сломана. Джорья, приходи к С. Жду тебя. Ты знаешь. Джеймс. Что, да? I'd better take it anyway. Лучше взять I это. might need it. Может пригодиться. Зовут во все стороны зовут. Тудым-сюдым, говорит, приходи. Приходи, круто проведем время. Вся херня. Эй, камера. Блядь. Надо целиться, бежать, а потом уже, наверное, камеру переключать. Кстати, как он? Сильно меня покоцал? Да статус нет вроде. Нормально. Фотография того времени, когда она еще была здорова. Осмотреть. Кстати сказать. Потом эта фотография, по-моему, пропадает. Ты ее один раз только можешь посмотреть. И я не знаю, может быть, это тоже даже на концовку может повлиять. Письмо от Мэри. Определенно на конверте почерка Мэри написано ее имя. Смотреть. В моих беспокойных снах я вижу тот город Сайлент-Хилл. Ты обещал, что когда-нибудь снова приведешь меня туда, но так это не сделал. Теперь я там одна, в нашем особом месте. Жду тебя. Ну да, и все. Ну и хорош, выходим. Только куда идти, хрен его знает. Как обычно. Думал почему-то, что в нее можно зайти. Но нет. Как мотает-то, а? Так, а двигать нам куда? Ну, тут сохранение обозначено, тут дорога закрыта. Ну, теперь на какой-нибудь Роузвотер парк. Типа мне в парк Роузвотер? По-моему, нет. Я не помню, чтобы... Ну, в парк-то по-любому надо будет, но только... Стоять, Зорька. Кто там? Уходи по одному. Самое хреновое, что ты их не видишь в основном. Ладно. Сразу двое. Блять.
Добиваем. Так, еще один. Это он тут гуляет. Если не добил, они прикольно так уползают мордой вперед, ногами шевелят. Так. Тут особо, конечно, пока ничего не сказали. Куда идти? Сейчас надо понимать по городу, короче, куда топать. Угу, все закрыто. Короче, да, ищем тупики. И по тупикам будем определяться уже, куда тыкать. Я вот не помню, в первой части там так же было же, да? Вроде так. Так, один тупик нашелся, но, кстати, вот он тут что-то на какую-то записульку смотрит или что-то такое. Правильно? Ты же сюда пялишь? Нет. Ну-ка, чуть повнимательней. Нет. Вот он, да, куда смотрел? Угу. Блин, а такой маленький, хрен заметит же. Не очевидно, короче говоря. Так, еще тут. Кто такие? Идите нахуй, я вас не звал. Смотрим, короче говоря. Хорошо, что, кстати, летунов нету, вот они бесят вообще. Давай прям по прямой. Что-то мне сдается, надо учиться, блин, уворачиваться от этой херни, которую они в тебя кислотой бросают. Сказал я и тут же налетел еще на партию. Блять, вы задолбали. Да сука. Неугомонный какой-то. Так, добиваю. На всякий. Так, статус. Ну... Блин, я не знаю. Пока давай, наверное, не будем. Пока вроде держится. Кстати, где я вообще нахожусь? Давай до конца добежим. А может, ну и в жопу, и просто как бы пробегать их мимо. Биться только в конкретной ситуации. Так. По карте у нас... Ну да, Сандерс-стрит. Давай сюда куда-нибудь. Блять, задело. Если дает лечебный напиток, то я не зря сюда пошел. Собака скулит.
Тут же еще и собаки будут. Не только вот эти вот. Причем две собаки. Блять. Попадаюсь. Я попадаюсь на это говно. Очень много времени будет, короче говоря, если на каждого моба останавливаться. Так, еще кровь. Я возвращаюсь, короче, получается. Я вот не знаю, они тут респаунятся или нет. Так, там закрыт. Значит, нам надо вот туда. Правильно? Нет, надо поворачивать. Вот сюда поворачивать, да? Ага. Хер знает, давай попробуем на Мартин-стрит сходить. Есть там один закуток волшебный. Вот такой. Кажется, тут тихо. Что-то есть. Оп. Иди сюда. По-моему, ну, летунов тут нету, короче. Вот собаки, по-моему, тут есть. По крайней мере, должны быть. Тихо, тихо. Это что за ёбань-то? Ключ от ворот. Хм. Валим. Понятия не имею, какой, от каких ворот, короче, но я взял какой-то ключ. Это было на Мартин-стрит, да? Давай посмотрим, может быть, описание ключа есть. Старенький ключ, который я нашел в городе. Wood Bot Apartment. Что-то про лес. Лет же это Wood, правильно? Пошел ты на. Какие-то апартаменты Вуда или что-то такое. Ну-ка, стоять. А на карте это есть что-то такое тут? А, вот, ёпта. Тут все обозначено. Значит, правильно даже бежим. Ну, охуеть. Не могу рассмотреть, что там за хрень какая-то кусачая улетает. Так, нам сюда. Так, не сюда. Немножко кружочек сделать. Вот так. Куда зайти-то тут? Вот сюда. Заходим. Здрасте. Ну все правильно, значит, я иду. Не просто так я нашел этот ключ. Да, мне сейчас, короче, вот сюда заходить. И сейчас будем ходить по отелю, где будет первый босс Пирамид Хэт. Это дело тут потом. Главное не забыть, где этот закуток. Обожженный какой-то мусор. В общем, по заданию там надо будет в этой мусорке ковыряться. Так, давай в бок. И, короче говоря, какой-то тут проход должен быть. Угу. Вот здесь заходим.
Не здесь. Значит, заходим. Ну, блядь, чувак. Это же не ворота, правильно? Это просто гараж какой-то. Хреново нарисованные ворота гаража. Нет. Значит, в тот закуток надо заходить. Вот. Вот нет. Что дальше? Вот сюда. Или нет, не сюда. Значит, вот он тот проход. Хоть из них точно. Да, нам сюда. Здесь будет сохранение, лечилка, по-моему. Или аптечка. Карта. Точно. Вот сайт апартамент. Я взял карту здания. Сохраняется. Так, тут ничего. Сохраняемся. Ну, пускай он так вот будет. Жилое здание, Юз, что-то. Юго-запад. Скорее юго-запад. Тут, наверное, никак, да? Закрыто. Очень тяжело управляется вообще. Ладно, первый этаж. Че, и тут же нападают? Да вы охренели. Блин, я тут не увижу. Он близко. Ну давай, где ты там? Эй! Эй, чувак! Он мимо идет. Не останавливайтесь. Добивай. Да, ёпта. Добить ты его не хочешь? Странно. Странно, иногда вот их он добивает, иногда нет. Ну, кровь пошла, значит, все ему в рубанах. Там еще, кстати, кто-то идет. Далековато, но идет. Аля. Так, что у нас тут? Это мусоропровод. Какой-то странный мусор застрял в трубе. Достать пока нечего. А на улице они плевались чаще. Кстати сказать. Слишком темно, чтобы смотреть карту. Подожди, чего? А где фонарь? А, я вспомнил. Надо фонарь, короче, взять на манекене. Я выйду отсюда. Да. Хреново, что карты нет. Сейчас мы ее должны найти. Закрыто. Так, ну это на лестницу, по-моему. Так, тут все, короче, тут выход получается. Тут у них типа прачечная, что-то такое. Замок сломан, это хорошо.
Ну, относительно хорошо, конечно. Тут двери просто дверь замурована. Да, у нас здесь фонарь. Ну, довольно-таки жутко он расположен, не скажу. Взял фонарик. О, здрасте. На всякий случай. Еще и допнул. Мало ли вдруг станет. Зачем нам лишний боит? Тут и так дерьма хватает. Так, я, по-моему, зашел вот сюда. На кухнях тут часто имеются эти, как его, обезболивающие. Но, кстати, вот во второй части, по-моему, стрельбы поменьше уже. А вот рукопашную часто приходится побегать. Ну, именно попользоваться, скажем так, этим. Попользоваться дубинкой. Че? Нет? Ничего, что могло пригодиться. Ну да. С тобой согласен. Замок сломан. Тут у нас... Ну, просто какой-то беспонтовый чувак. Следы крови на полу, кстати, отмечается. Спешу заметить. Да-да. Так, теперь есть фонарь. Угу. Что-то не могу понять, какие отмечаются, какие нет. Давай 204 сбегаем. Вот это есть, да, 204? Да. Теперь не отмечается. Ну все, теперь, короче, надо все-таки все пробежать номера еще раз. Просто на тот момент, чтобы отметилось просто на карте. Тут у нас загадка отмечается. Все, я понял. Подожди, а может быть ему подсветить надо было? Нет, это надо что-то доставать другим. Какой-то, блядь, рукой Не, я вышел. Ну и так у нас получается. Давай еще раз комнату эту дернем. Закрыто. И там комнаты не существует. Все отметили. Давай вот. По-моему, тут даже со здания на здание надо будет перебегать. В каких-то местах. По балкончикам, там что-то такое, как раз перед боссом, по-моему. Так, и бегу я, получается, у нас чисто по прямой. Ну, можно и вот эти вот номера-то посмотреть, кстати сказать. Давай завернем вот сюда. Я даже вообще не подумал, что это проходом может являться каким-то. Хорошо, когда все двери закрыты. Плохо, когда их до хрена, и все открыты, и не знаешь, куда идти. Где-то тут будет Пирамид Хэт дрючить своих подопечных. Где-то вот прямо тут, неподалеку. Это записка, должно быть она от человека, который здесь жил. Стоят 3 стрелки на разной высоте. У всех 3 есть различия в длине и толщине. Кто медленно, кто быстро. Направо шли они. Скотт замер на числе 15, а не 3. Загадочка. Загадочка про часы.
Загадочка про часы и 15, а не 3. Ну, это, наверное, 3:15, что-то такое. Я посмотрю. Угу, вот часы. Генри, Милдред, Скотт. Что это? Чарли, Милдред, Скотт. Ну, это направление стрелок. Вот, получается, Чарли вправо, Милдред по диагонали, Скотт влево. Ой, вправо. Чарли влево. Чарли, Милдред, Скотт, короче. Я не помню, 3 надо записки-то найти или нет. На часах есть надпись: шрамы прошлого устранят гвоздь, останавливающий время. Видишь часы? Нет, они не сдвигаются. Надо повернуть. Как бы ни старался, у них не сдвинуть, как будто их прибили к полу. Часы остановились на 11:41 и 15 секунд. Циферблат часов закрыт, а заперт на ключ. Не могу достать до стрелок. Ну, нужен ключ от часов, вот что я могу сказать. Долбануть же по ней просто не получится. Кстати, я замечаю то, что периодически геймпад вибрирует. Это хорошо. В первой части такого не было с этого коннекта, скажем так. Так, и тут у нас все, тупик, короче. Тут у нас тупик, пошли в правое крыло. Или более правее крыло, кому как удобнее. Там отмечена дверь. Отмечен. И выход, кстати, на боковое правое крыло, короче. Вот, там лестница, вся фигня. Так. Кстати, а почему там не отмечено в 205 номере? Почему не отмечено те места, то что я двери дергал? Это надо исправить. А ёпта. Все, теперь отметилось. Не хочет отмечаться. Вот падла. А там вообще заставлю. Ладно, я понял. Зря ходил. Вот так вот стоишь на перепутье. Куда идти, хер его знает. Тут без карты никак. Да. Туда же, правильно? Да. Не могу открыть. Отлично. Ну, давай. О, здрасте. Там кто-то застыл. Спасибо, что кислотой не брызнул. Было бы не очень вежливо с вашей стороны, пока я вас не вижу, меня, блядь, атаковать, как это бывает. Давай шкаф заглянем. Ни хрена. Ну там что-то лежит. Патроны к пистолету. Чарли, Милдред, Скотт. Короче говоря, там фишка в загадке. О, ты чё, блядь? Дурный, что ли? Я еще и подпнул их. Падла бросается, пока я ее не вижу. Она даже не хрипела, охренеть. Вот суки. Это было сюрпризом для меня. И сюрприз для меня. Все на полу. На полу лежит газета, но в ней нет ничего интересного.
Ну и ладно тогда. Так. Надо как-то по дверям, я думаю, пройти. Чик, и вот сюда. Чего он такой мудак, а? Может, мне не надо по дверям идти? Нет, хрен. Тут у нас, да, что-то лежит. Еще патроны к пистолету. Да. Пистолета нету. Нету пистолета. Жить стало сложно без пушки. Че, типа, я везде уже побывал? Вроде да. Давай еще раз. Так, тут двери, да? Да, двери, там пусто. Тут у нас... Нет, тут ни хрена. И тут я прошелся. Ну все, на выход тогда. Ну, к концу этого, ну, ближе к пирамид Хеду, тут по-любому уже пистолетом пользуешься. Ну, блядь. Я еще и putkну до кучи. Сучара. Странно тут так получилось. Я вот сейчас замахнулся, треснул, удар прошел, потом эта падла начала подходить, и он просто стоял, он не стал замахиваться еще раз. То есть, ну, как обычно, тут боевка, блин, через жопу. Иногда ты просто пропускаешь удары, потому что ты должен пропустить удар. Кстати, в жизни не очень-то много, по-моему. Я вот не помню, какой тут предел слишком, ну, когда тут совсем тебе жопа. Но ориентироваться надо по картинке, это определенно. Так. Двигаем что, на второй этаж? Угу. С часами тут фишка. Я понял. Да, все, на второй этаж, тут больше выходов-то никаких нет. Кстати, а где эта хрень? По прямой и рядом с кружком, короче. Я понял. Вот сюда. Все, нам надо двигать теперь на третий этаж. Пока тут всем. Кстати, по-моему, тут всего 3 этажа. Это скрипит металл. Угу. Ключики. По той стороне решетки на полу лежит ключ. Если я протяну руку, то могу его достать. Достать ключ? Конечно. Конечно. Катсцена. Маленькая сучка. Оу. Эй, постой, проклятие. Все, девка ускакала. И эта сучка мелкая подпнула ключ, который, как бы я ни тянулся, не могу его достать. Ладно, ребят, на этом будем серию заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.